Кольца власти. Началось. Пуканов прям тьма зажглось. Конечно, фанфик, а не приквел вышел в повести. Толкинисты точно скажут. Ни стыда, ни совести. Галадриэль как ненормальная орков искала, за что на кораблик в Валинар попала. Но мысль, что не всех зомбарей завалила, терзает за знобу. И чуть ли не прям перед богами сбежав, отвесила. Идите в жопу. Эльфы все носят прям барбер прически, пафос в подаче и король их безмозглый. Как оказалось, загорелые перцы не самый кринжняк. Звучит странно, но пусть будет так. А харфуты кочуют по Средиземью. С загорелыми перцами у них та же проблема. Любопытная Хорфутша видит мужика на землю падения. Если бы этому было научное объяснение. Картинка за бабки такие: богато, красиво. А вот для сюжета нормального мозгов не хватило. И отсюда не ясно, что получим в итоге. Мы сами до сих пор в шоке. Так проскочили первых 2 эпизода. После этого сдриснула куча народа. На таких возле башки я пальцем крутил. Ведь дальше должно быть круче. Да ты имбецил. Третий заход. Еще больше канона пустили в расход. Но надежда на лучшее не дает в нем развериться. Что-то слабовато верится. Галадриэль с бойфрендом привезли в Нуменор. Там эльфов не любят и ложат прибор. Галипанты уже смотрятся как-то смешно. Тебя это вообще ебать не должно. А в это время пигментного эльфа орки пленили. Хотел драпануть, но его остудили. Отвели к главарю. Саурон это будет наверняка. Surprise, motherfucker! Махноноги тем временем с кемпинга снялись. Бомжа Гендальфнутого увидав, испугались. Нори с семьей наказав, убежали. А бомж метеорный им помощь свою предложил. Ты серьезно, что ли? На, серьезно. Ай, серия эта слаба атмосферой. Разит от нее ширпотребной манерой. Ну, чтобы он мне зашел, стал с Толкиномиром его разделять. Ну ты молодец, пиздец, блядь. Но я все еще верил, что это только разгон. И к концу сериала смогу проорать: власти кольца вообще чемпион. И что помыслы у шоураннеров бескорыстны. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Терпение! Терпение, родной! 4-я куча. Этот шедевр уже стал меня мучить. Снова тупые мужчины и сильные бабы в данной вселенной. А какого хрена? Галя наглеет. И так невзначай главнючке Нуменора кидает: армию дай. А та в палантире итог увидала, эльфийке отвесила. Ты чё, мать дала? Падший эльф Адар оказался нормальный чувак. Смуглого эльфа с посланием отпустил просто так. Мол, Саурона подсосами стать и жизнь станет без особых запарок. Схуяли ему такой подарок. А гномы тем временем Митрил отыскали. Кузницу строить эльфикам помогали. За бабки готовы на работы любые. Вот такие они тупые. Серия Харфутов не показала, и экшена в ней оказалось так мало. Интерес к сериалу потиху снижается. Но Дерьмо случается, жизнь продолжается. жизнь продолжается, это да. К середине сезона я понял, что выходит у них срамота. Видимо, посчитали, что самодурством лор не испачкают, а остальные... Схавают! 5-й заход. Все так же не тонет, по течению плывет. Фанфик также варит повестки чефир. Сюр какой-то. Просто другой мир. Махноноги по лесу с звезданутым идут, позорные волки на них нападут. Недопендальф уличной магии преподнес им урок. Необычный ты паренек. Половина людишек в подсосы Адара подалась, другая за мать-одиночку и эльфа осталась. Сынок показал Саурона бесстыдства, и все сразу подумали про... Групповое самоубийство. У эльфа в лесу начал грибок с ног Саурона расти. Их только Митрил внутривенно сможет спасти. Пухляж Гильгалат ради дозы Митрила всех дурит по-страшному. Вот это по-нашему.
А Галя тем временем брод Нуминорский собрала, как орков шампурить им показала. Вот. Выпендрежница машет мечиком без сомнения и страху. И ясно, иди на. В общем и целом неплохой эпизод. Сюжет хоть куда-то уже нас ведет. Галю такую смотреть становится трудновато, потому как сделали ее, видать, по принципу Красивая, а мозгов маловато. шестой заход. По заднему месту все так же идет. А тут еще Харфутов с гномами не покажет нам шоу. Это же Обидно, конечно. Зато трешником дали нам насладиться. А Дар с гопотой своей в башне умудряется слиться. Мать-одиночка с бомжами в деревне копья стругает. Они думают, что это проканает? Падший эльф им мозги быстро вправит. Любовницу смуглого эльфа стрелой продырявит. И получит заветный клинок от сына ее, гондольера. Можно матом? разочек. Какого хера? Но Галя успеет на помощь к дебилам. Кстати, Адара поймать ей тоже по силам. А во время допроса впала в горячку. Она маньячка! Овца. Ну Адар по итогу их всех наебал. Дед, поклонник Саурона, клинок куда надо вставлял. Мордора пламя зажглось. Быть беде. И все идет по... Ну, не все, но все так же идет по-старому. Есть в эпизоде моменты, что понравится каждому. Ну, наконец-то в Средиземье началась шумиха, а Жиглов же предупреждал. Не буди лихо, пока оно тихо. Очень умные хлопцы. 7-я попытка. В дурке, походу, до сих пор не закрыта калитка. Пуканы толкинистов продолжают взрываться с извечным вопросом. Да как можно было так обосраться? От кринжа такого вулкан в Средиземье взорвался. Как нам объяснили, так Мордор образовался. Теперь орки могут хулиганить и днем. О боже, мы умрем. Махноногов рассадник вулкан тоже сцепил. И хитрожопики захотели, чтоб Гендальфнутый чудо магии вновь проявил. Ну, он и попробовал, но чуть не рипнул Харфута. Эти со страху в штаны наваляли и выдали: дядя. Отсюда. А в это время гномий король снова жгет. На добычу Митрила добро не дает. Дурин с Элрондом ослушались, и в Балроге пламя вновь загорелось. Что ты наделал? Непонятного пола оно махноногом тачки спалило. И ща звезданутого нашего силу. И Нори с компашкой спасти его собрались, так как с ним поступили злорадно. Ну и ладно. Ну и ладно, это в принципе о серии мнения. И интересно лишь, как завершится это произведение. Надеюсь, что выдал в финале их слабоумный редактор, и мы офигеем с фейспалмом. Ну как так-то? Завершение сезона. Много в канон накрошили батона. Все ожидали, куда же сюжет по итогу нас приведет. Пойдет. Ну так вот, фриканутые жрицы звезданутому наплели, что он Саурон, и в бомжатскую тушку сейчас заключен. Пусть в голове его каша, но в магии он неплох. Это написано на твоей роже, лох. Махноногое братство бомжа отыскало. Все вместе с жрицам набили хлебало. И невзирая на мнение насчет его довольно расхожее, дали нам пруфы, что это Гендальф, и он... Хорош. А Холбранд в Ореге не смог излечиться. В кузне над кольцами с Келебримбором успел потрудиться. Прикиньте, он Саурон, а Галя не смогла распознать. Чего, блядь? В итоге Нори и Гендальф в руна пошли. Роковая гора с Сауроном друг друга нашли. А Галя, как оказалось, со злом никудышный борец. Тут и сказки. Фух, слава Толкину, все завершилось. Конечно, я рад, что Средиземье в кино возвратилось. Красивые виды, но лор в нем висит на волоске. И, как результат, в итоге имеем... Огонь в глазах, дерьмо в башке. Как это мерзко. Ну что, народ, Кольца власти первый сезон вроде как исследовал. Я же с вами не прощаюсь, но покедово.